Незнайка на Луне. Часть первая, глава первая. Как Знайка победил профессора Звездочкина. Вернувшись Незнайкой в солнечный город, прошло 2,5 года. Хотя для нас с вами это не так уж и много, но для маленьких коротышек 2,5 года срок очень большой. Наслушавшись рассказов Незнайки, Кнопочки и Пачкули Пестренького, многие коротышки тоже совершили поездку в солнечный город. А когда возвратились, решили у себя сделать кое-какие усовершенствования. Цветочный город изменился с тех пор так, что теперь его и не узнать. В нем появилось много новых, больших и очень красивых домов. По проекту архитектора Вертибутылкина было построено даже 2 вертящихся здания. Одно 5-этажное башенного типа со спиральным спуском и плавательным бассейном вокруг. Другое 6-этажное с качающимся балконом, парашютной вышкой и чертовым колесом на крыше. По проекту инженера Клепки была построена большая одежная фабрика, которая выпускала множество самой разнообразной одежды, начиная с резиновых лифчиков и кончая зимними шубами из синтетического волокна. Все заботы работников фабрики сводились к тому, чтобы придумать новые фасоны одежды и следить, чтобы не производилось того, что не нравилось публике. Все остались очень довольны этой фабрикой. Только Пончик остался очень доволен. Когда он увидел, что можно уже брать в магазине любую вещь, он стал недоумевать, к чему ему вся та куча костюмов, которая накопилась у него дома. Все эти костюмы, к тому же, вышли из моды, их все равно нельзя было носить. Выбрав потемнее ночку, Пончик завязал свои старые костюмы в огромный узел, вынес тайком из дома и утопил в огурцовой реке, а вместо них натаскал себе из магазинов новых костюмов. Кончилось тем, что его комната превратилась в какой-то склад готового платья. Костюмы лежали у него и в шкафу, и на шкафу, и на столе, и под столом, и на книжных полках. Висели на спинках стульев и даже под потолком на веревочках. От такого обилия шерстяных изделий в доме разлилась моль. И чтобы она не изгрызла костюм, Пончику пыталась ежедневно травить ее нафталином, от которого в комнате стоял такой сильный запах, что непривычного коротышку валило с ног. Пончик и сам пропах насквозь этим одуряющим запахом, но он настолько привык к нему, что даже перестал замечать. Для других, однако же, этот запах был очень заметен. Как только Пончик приходил к кому-нибудь в гости, у хозяев сейчас же начинала кружиться от одурения голова. Пончика моментально прогоняли и поскорее открывали настежь все окна и двери, чтобы проветрить помещение. Иначе можно было упасть в обморок или сойти с ума. По этой же причине Пончик не имел даже возможности поиграть с коротышками во дворе. Как только он выходил во двор, все вокруг начинали плеваться и, зажав руками носы, бросались бежать на него в разные стороны без оглядки. Никто не хотел с ним водиться. Нечего и говорить, что для Пончика это было страшно обидно. И пришлось ему все ненужные для него костюмы отнести на чердак. Впрочем, главное было не это. Главное было то, что Знайка тоже побывал в солнечном городе.
Там он познакомился с учеными малышками Фуксией и Селедочкой, которые в это время готовили свой второй полет на Луну. Знайка тоже включился в работу по постройке космической ракеты, а когда ракета была готова, совершил с Фуксией и Селедочкой межпланетное путешествие. Прилетев на Луну, наши отважные путешественники обследовали один за другим небольшие лунные кратеры в районе лунного моря ясности. Побывали в пещере, которая находилась в центре этого кратера, и произвели наблюдение над изменением силы тяжести. Всем, конечно, понятно, что на Луне сила тяжести значительно меньше, чем у нас на Земле. Поэтому наблюдения над изменением силы тяжести имеют большое научное значение. Приехав в цветочный город, Знайка много рассказывал о своем путешествии. Его рассказы заинтересовали всех, и особенно астронома Стекляшкина, который не раз наблюдал Луну в телескоп. В свой телескоп Стекляшкин сумел разглядеть, что поверхность Луны была не ровная, а гористая. Впрочем, многие горы на Луне не такие, как у нас на Земле, а почему-то круглые, вернее сказать, кольцеобразные. Ученые называют эти кольцевые горы лунными кратерами или цирками. Чтобы узнать, как выглядит такой лунный цирк или кратер, вообразите себе огромное круглое поле, поперечинки километров 20, 30, 50 или даже 100. И представьте, что это огромное круглое поле окружено земляным валом или горой высотой всего в 2 или 3 километра. Вот и получится лунный цирк или кратер. Многих ученых интересует вопрос, как образовались лунные кратеры, от чего они произошли. В солнечном городе все астрономы даже поссорились между собой, стараясь разрешить этот сложный вопрос и разделить на две половины. Первая половина утверждает, что лунные кратеры – это следы от потухших вулканов. Другая половина утверждает, что это не вулканы, а следы от падения крупных метеоритов. Первых астрономов поэтому называют последователями вулканической теории или попросту вулканистами, а вторую последователями метеоритной теории или метеоритчиками. Знайка же не был согласен ни с метеоритной, ни с вулканической теорией. Вулканисты говорили, ничего понадобилось. До путешествия на Луну Знайка еще до путешествия на Луну создал свою собственную теорию происхождения лунных кратеров. Однажды он вместе со Стекляшкиным наблюдал Луну в телескоп, и ему бросилось в глаза, что поверхность Луны очень похожа на поверхность хорошо пропеченного блина с ноздреватыми дырками. И после этого Знайка часто ходил на кухню и наблюдал, как пекутся блины. Он заметил, что пока блин жидкий, его поверхность совершенно гладкая. Но по мере того, как он подогревается на сковородке, поверхность начинает затвердевать, густеть, и от этого на поверхности блина начинают появляться неглубокие дырки. Пока тесто еще достаточно жидкое, пузырьки
затягиваясь и исчезали, не оставляя следа, как не оставляют следа пузыри на воде во время дождя. Знайка даже сочинил книжку, в которой писал, что поверхность Луны не всегда была твердая и холодная, как теперь. Когда-то давно Луна представляла собой огромный, раскаленный до расплавленного состояния шар. Постепенно этот шар начинал остывать. И внутри этого шара начиналось оставляться пустое пространство. Вулканисты говорили, все астрономы, смеясь над этой Знайкиной теорией, вулканисты говорили, для чего понадобилась еще эта длинная теория, если без того ясно, что лунные кратеры — это потухшие вулканы. Знайка утверждал, что вулкан — это большая гора, на верхушке которого есть сравнительно небольшой кратер, то есть отверстие. Теоретики говорили, конечно, лунные кратеры не вулканы, но они также и не блины. Всем известно, что это следы от ударов метеорита. Знайка отвечал, что метеориты могли падать на Луну не только отвесно, но и под наклоном. В таком случае оставляли бы следы не круглые, а выделенные, продолговатые или овальные. Но все астрономы так привыкли, и вулканисты, и метеоритчики так привыкли к своим излюбленным теориям, что даже слушать не хотели Знайку и презрительно называли его блинистом. Знайка и сам отказался от своей блинной теории после того, как лично побывал на Луне и видел вблизи один из лунных кратеров. Ему удалось рассмотреть, что Кольцевая гора была совсем не гора, а остатки разрушившейся от времени гигантской кирпичной стены. Таким образом, Знайка понял, что на Луне жили когда-то разумные существа, так называемые лунные коротышки или лунатики. Пока сначала Луна была такая же, как у нас на Земле. Сначала на Луне был воздух, поэтому лунатики жили на поверхности Луны. Но со временем воздуха стало все меньше и меньше, который постепенно улетал в окружающее мировое пространство. Поэтому лунатики окружали свои города толстыми кирпичными стенами, над которыми возводили огромные стеклянные купола. Из-под этих куполов воздух уже не мог улетучиться, поэтому можно было дышать и ничего не бояться. Но лунатики знали, что вечно так продолжаться не может, что со временем воздух вокруг Луны совсем рассеется, из-за чего непрогретая солнцем Луна будет сильно освещаться солнечными лучами, и на Луне даже под стеклянным колпаком невозможно будет существовать. Вот поэтому лунатики стали переселяться внутрь Луны. В таком случае оставляли бы следы и теперь живут не снаружи, а с внутренней ее стороны. Действительно, профессор
знаменитой Академии астрономических наук профессор Звездочкин, которому тоже случилось прочитать Знайкину книжку, просто кипел от негодования и говорил, что книга эта вовсе не книга, а какая-то, как он выразился, чертова чепуха. Он предложил Академии астрономических наук устроить обсуждение Знайкиной книги и разобрать ее, как он выразился, по косточкам, чтобы никому больше не повадно было такие книги писать. Академия дала согласие и послала приглашение Знайке. Знайка приехал, и обсуждение состоялось. Оно началось, как полагается, с доклада, который вызвался сделать сам профессор Звездочкин. Когда все зрители собрались в просторном зале и расселись на стулья, Звездочкин зашел на трибуну и принялся делать доклад. Изложив коротко содержание Знайкиной книги и похвалив ее за живое и яркое изложение, Звездочкин сказал, что, по его мнению, Знайка допустил ошибку и принял за кирпичи то, что в действительности являлось не кирпич, а какая-то слоистая горная порода. Ну а раз кирпичей на самом деле не было, сказал Звездочкин, то не было и никаких коротышек-лунатиков. Их же и не могло быть, потому что Луна внутри пустая, и каждый предмет, как уже всем ясно, притягивается к центру планеты. И отчего, если бы лунатик переселился внутрь Луны, он бы не ходил, как мы. Его тут же бы притянуло к центру Луны, и он беспомощно болтался бы там в пустоте, пока не погиб с голоду. Тут Знайка поднялся со своего места и сказал: вы размышляете так, что как будто вам уже приходилось болтаться в центре Луны. А вы будто болтались, огрызнулся профессор. Я не болтался, но зато я наблюдал за предметами в состоянии невесомости. Причем тут еще состояние невесомости, сказал Звездочкин. А при том, да будет вам известно, что во время полета у меня была бутылка с водой. Когда бутылка попала в состояние невесомости, она свободно плавала в пространстве, и каждый предмет, который не был прикреплен к стенам кабины. Все было в порядке, пока вода целиком наполняла бутылку. Но когда я половину воды выпил, начались странности. Оставшаяся вода не держалась на дне бутылки и не собиралась в центре, а равномерно растекалась по стенкам. В этом случае внутри бутылки образовался воздушный пузырь. В любом случае, вода не выливалась из бутылки даже в том случае, если бутылку перевертывали вверх дном. Но если удавалось вытряхнуть воду из бутылки, то она не попадала куда надо, а растекалась в шарики, которые тоже свободно плавали в космическом корабле, пока не притягивались к стенкам кабины. Причем тут еще вот это? Возразил Звездочкин.
Дальше не могу. Дальше плохо помнишь, да? Забыла. Ну, ничего. Этого достаточно для того, чтобы заинтересовать твоих зрителей. Только папа, ну все. Они посмотрят, поймут, что это интересная книжка, и решат сами почитать, да? Ладно, до свидания. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Спасибо. До свидания.